Всем привет! К нам привезли лодочный мотор Tohatsu 9.9, раздушенный до 15 лошадиных сил. Обычный японский мотор, популярный и всем известный, но с необычной водометной насадкой, которая называется «Карась». Эти насадки производятся в Перми. К нам впервые поступил мотор с такой насадкой, и в отличие от улиток, «Карась» выпускается для ограниченного класса моторов от 9.8 до 20 сил, тех, что на базе пятнашек. Владелец рассказал, что он очень доволен этой насадкой. По заявлению производителя, прямоточный карась превосходит улитки на 30% по тяговым характеристикам. Здесь остается тот же редуктор, только вместо винта устанавливается импеллер. Закрываются окна для забора воды заглушками. Вода в систему охлаждения поступает через другой охлаждающий канал над антикавиационной пластиной. Вода туда нагнетается импеллером. При этом водяная помпа также остается на своем месте и участвует в работе. Только для нас осталось неясно, как менять или хотя бы проверять масло в редукторе. Без снятия насадки через решетки интейка сделать это очень сложно. Но основная суть этого видео не карась, а то, с какой задачей этот мотор к нам поступил. Для водометных насадок необходимо поднимать высоту транса примерно на 15 см, но владелец решил сделать иначе. Он решил укоротить уже короткую ногу S, сделать ее еще короче. Именно для этой водометной насадки, для езды по рекам и мелякам. Это очень сложный проект, по сложности такой же, как сделать из вихря Yamaha или переставить двигатель с одной модели лодочного мотора на другую. Возможно, такая переделка нецелесообразна, выводы вы сделаете сами. А мы начинаем проверять мотор. Начинаем с замера компрессии, она здесь по 12 кг. Отличный показатель. Мы обратили внимание, как был раздушен мотор до 15 сил. Просто прикрутили пластинку к кулачку газа, не меняя самого кулачка. Но настроить полное открытие дроссельной заслонки забыли. Есть еще свободный ход, и заслонка до конца не открывается. Зажигание тоже не настроено. Запустили мотор, проверили. Никаких нареканий и проблем в работе мотора нет. Жалоб от владельца также не было. Мы будем снимать ногу и отрезать от нее среднюю часть, чтобы ее укоротить. И проблема здесь не в том, чтобы отпилить и сварить, а как все это потом закрепить, собрать, с сохранением работы всех подушек и подвески, чтобы все механизмы работали как в оригинале, но нога при этом должна стать короче. Кронштейны подушек придется переносить на корпус редуктора, а поворотный механизм немного отдалять от Дейдвуда из-за вынужденного смещения кронштейнов. Нужно будет укоротить вал, тяги, трубу настроенного выхлопа и переделать трубку охлаждения. Приступаем к работе, начинаем со снятия водометной насадки. Карась, если слышишь эти звуки, значит песня удалась. Я карась, это был только пролог, ну а теперь понеслось.
Снимаем редуктор и полностью его разбираем. Предстоит выполнить сварочные работы с корпусом, поэтому все внутренности редуктора были удалены. Для переноса подушек на их новое место их как-то нужно закрепить на корпусе редуктора, то есть сделать для них новое посадочное место. Вырезаем родное посадочное место и просто переносим его. Предварительно был отпескоструен редуктор в местах сварки и этот вырезанный фрагмент Дейтвуда. Мы его приварили к редуктору, пока что только прихватили для примерки. Отрезали лишнюю середину Дейтвуда. Вот настолько придется укорачивать глушитель почти до самого основания. А трубку охлаждения придется сделать новую, с необходимыми изгибами. Протачиваем обе половинки на токарном станке, чтобы в местах среза они были идеально ровные. Здесь есть перегородка между водяной помпой и выхлопом. Она не только защищает водяную помпу от попадания выхлопных газов, но еще и как бы является звукоизоляцией. Без нее отсюда будут выходить выхлопные газы, а из-за этого мотор будет работать громче. Пока не сварены две половинки Дейтвуда, сюда мы приварим пластину, в которой просверлим отверстия для вертикального вала и для трубки охлаждения. Эта пластина не позволит выхлопу попадать туда, куда не надо. В оригинале в родном Дейтвуде тоже есть такая защита, но она находится выше, как раз в месте посадки подушек. После сварки снова протачиваем деталь на станке. Подобрали вот такое резиновое уплотнение от Yamaha, которое будет вставлено в отверстие для трубки охлаждения. Оно будет уплотнять трубку и работать как направляющая, чтобы трубка не гуляла в ноге, а была жестко зафиксирована. Сверлим отверстие для вертикального вала, в которое будет вставлена оригинальная трубка, защищающая помпу от выхлопных газов. Укорачиваем вертикальный вал и режем новые шлицы. Проверяем, что вал без проблем заходит в коленчатый вал. Кстати, на Yamaha, Tohatsu и Suzuki 9.9.15 диаметр шлицевой части и сами шлицы одинаковые. Вот такой маленький вал у нас получается. Вон как. Чтобы посмотреть, как будет сидеть поддон, мы снимаем глушитель. Он теперь слишком длинный для этой конструкции. Отпилили лишнюю длину глушителя и сделали трубку охлаждения под нашу конструкцию. Отпескоструили ногу, подготовили к сварке. Чтобы идеально выставить две половинки ноги относительно друг друга, на столе собираем мотор и прихватываем.
Очередные примерки и обдумывание идей. Как же сделать теперь соединение верхней части ноги с подушками подвески? Решили согнуть 6-мм лист алюминия и придать ему оригинальную форму верхней детали. Туда мы поставим оригинальную резинку для жесткой фиксации. Обварили посадку подушек, а чтобы избежать деформации при сварке, поставили старую обойму гребного вала от такого же Тахатсу, поставили ржавый подшипник переднего хода и убитый игольчатый подшипник вертикального вала. А теперь собираем редуктор. Ничего мы здесь менять не будем из внутренностей, заменим только крыльчатку, так как она уже начала трескаться. Поддон отодвинулся вперед, поэтому тяга газа теперь короткая. Для нас не составит труда ее удлинить. Самое главное, что все получилось как в оригинале. Тяга заходит в поддон под нужным углом, и газ работает без закусываний. Затем нужно будет укоротить тягу, которая идет от верхнего механизма переключения передач к редуктору. А также укорачиваем трубку вала. Я карась, если слышишь эти звуки, значит песня удалась. Я карась, это был только пролог, ну а теперь понеслась.
Подняли уровень воды в нашей емкости, потому что помпа была слишком высоко и охлаждение не работало, пока не включишь передачу. Теперь пошло сразу. Еще раз запусти. Расстояние от транса до антикавитационной пластины получилось 23 сантиметра. На обычном коротком S-моторе это расстояние составляет 44 сантиметра. Мы поставили кулачок газа для увеличения мощности, настроили открытие заслонки и отрегулировали зажигание. Общий вес двигателя вместе с водометом 51 кг. Осталось сделать еще одну доработку. Поставить 18-сильный двигатель от Tohatsu или поставить 20-сильный китайский двигатель от Хайди. Мотор работает, работа выполнена. Владельцев карасей просим оставлять свои отзывы об этой водометной насадке. Всем пока! Это уникальное изображение удивительного существа. На дракона оно не похоже, скорее это волк или кабан. Ничего подобного нигде в мире больше не обнаружено. Но есть версия, что мистический зверь дожил до наших дней. Потому что и по сию пору в Кобяковом городище продолжают исчезать люди.